Всем привет! Сегодня мы находимся во Вьетнаме, в том месте, где море всегда рядом, а время чувствуется совершенно иначе. Каждое утро здесь начинается с запаха кофе и с рева скутеров. Давайте же вместе с вами взглянем, как выглядит Вьетнам от шумных улиц Ничанга до прекрасных гор и мостов Дананга. Без лишних слов и погнали! После не самого удобного, но зато бюджетного лоукостера приземляемся во Вьетнаме и сразу же едем в отель. Перелет занял примерно 7 часов, и на выходе из самолета Вьетнам сразу же встречает теплом и влажностью. Заселились мы прямо в центре Ничанга. В центре здесь очень много туристов, но зато есть все поблизости. Ну что ж, пожалуй, пора познакомить вас с ребятами, которые отправились со мной в это путешествие. Первый — это мой друг и коллега Айдар. Не дайте себя обмануть его молодым видом, ему уже 24 года, и это его первая поездка за границу. Второй — это мой давний друг и тоже коллега Денчик, знакомому уже больше 15 лет, и он очень хотел прилететь во Вьетнам. После заселения, разобравшись с вещами, отправились сразу же изучать Ничан, посмотреть, где можно перекусить и что же есть в округе. Пришли во вьетнамское кафе, которое называется Костя, где все названия также дублируются на русском. Будем пробовать аутентичную вьетнамскую кухню, плюс необычные позиции наподобие устриц. Также заказали пробовать лягушку в гриле. Не знаю, что ожидать, но думаю, будет вкусно и очень интересно. Практически вся еда во Вьетнаме очень вкусная, и стоит это все довольно недорого. Лягушки вкусные. Вот справа на фоне виден отель, в котором мы остановились. Он прямо в центре Ничанга, практически на первой линии, и стоит довольно-таки недорого. Слушай, давай, когда машин не будет, мы пройдем. А тут такого не будет. Короче, надо просто идти. Раз, два, три. А вот здесь надо поймать момент. Подожди. Ну что ты на пешеходную дорогу переходишь, а? Переходить дорогу во Вьетнаме — это целое испытание. Очень страшно. Особенно первое время. Просто не понимаешь, когда ты должен идти, когда стоять. Хорошенько выспавшись и отдохнув, на следующий же день после приезда отправляемся в место, которое должен посетить каждый, кто прилетает в Ничанг. Это развлекательный парк Вин Вандерс.
Необычный вкус. Точно не как баунти. В зоопарке очень классно то, что есть разные виды животных. Жирафы, зебры, львы, тигры, медведи. Часть из них спала и отдыхала, но все равно экспириенс очень классный. Чувствуешь какое-то единение с природой, хоть и все это так огорожено. После зоопарка направляемся в зону аквапарка Винперла. Она называется Tropical Paradise. Здесь много водных активностей, горки, бассейны и не только. Короче, аквапарк, эта зона в Винперле очень классная. Сами вот эти горки тоже прикольные. У нас, наверное, была небольшая ошибка, то что мы самую первую, которую пошли, она была очень страшная. Сильно развиваешь там скорость, и там очень темно, просто что-то лампочки моргают, и непонятно, где вверх, где низ, ты пролетаешь на бешеной скорости. После нее нам уже никакие не страшны, но вот здесь есть зеленая, и мы надеемся, что на ней тоже будет интересно. В конце дня идем на вечернее шоу Тата Шоу. Больше 120 артистов одновременно на сцене, декорации в виде замка, 3D-проекции на зданиях, впечатляющие визуальные и звуковые эффекты, и все это уже включено в билет. Изрядно подустав, плотно и вкусно ужинаем. И плавно переходим в следующий день, а начался он с бассейна на крыше нашего отеля.
честно, переход дороги во Вьетнаме это прям отдельный квест. Ты просто идешь и надеешься, что тебя не собьют. Молишься при этом всем богам, но в какой-то момент ты начинаешь примерно понимать, как это работает. Потому что ты точно знаешь, что никто не остановится, неважно, где ты переходишь. На пешеходном переходе, возможно, даже на светофоре. Ты просто знаешь, что, скорее всего, никто не остановится. И они тоже, скорее всего, предполагают, что ты не остановишься. Поэтому вы на взаимном понимании просто идете без остановки и стараетесь найти маршрут, как славировать. Еда во Вьетнаме заслуживает отдельного внимания. Все блюда очень вкусные, и здесь на каждом шагу кафе и рестораны с самыми разными кухнями мира. Цены довольно демократичны, и всегда можно найти где и что перекусить. Рисового листа, он чуть другое, не как там будет пишено. Ну что ж, а далее у нас новая активность. Как видите, здесь нас встречают щенята. Оказались мы в серф-кемпе. Я давно мечтал попробовать серфинг, и мне кажется, если бы я жил где-то у моря, то занимался бы им каждый день. Пару кадров сделаю. Я люблю такие прогнозы. Лестницы, ребятки, что ли. Да, их 4. И будет 4. Все. Даем воду, отрабатываем все эти моментики. Сегодня у нас основная задача это наша поймать первую волну. Окей? Хорошо. Не утонуть. Опционально. Why'd you even call me up when I never wanna see ya? I'm just on my way back home, little drunk and alone, but I'd rather click ya. Even though it's Friday night and I got no plans tomorrow, I could use a bam, 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 but it's not from you, cause I'm not that hollow. Baby, let it be. You could try to sweet talk all you want, but I ain't that lonely. Baby, let it be. Forget your rules, forget your shoes. I've done everything you asked, but I wasted time. Forget your truth, you're just cool. I swear anything's better than you. Catch you on the flip side, catch you on the flip side. So goodbye. Funny how it works sometimes. Yeah, we kinda hit it off at first. Checking every bar in town, all the sleepless nights until things got worse. You're so manipulative, trying to convince me of the shit, but it didn't work on me. So, baby, let it be. You could try to sweet talk all you want, but I ain't that lonely. А вообще этот сезон для катания примерно
Когда начинается, когда заканчивается. Сейчас как раз он начал. Да, вот сейчас начал там неделю назад. С октября Да, сейчас что? по март. По март? Плотно перекусив после серфинга, попрощались с собачьим семейством. И плавно переходим в следующий день, где нас ждал тур по городу Далат с гидом, который весь день называл нашу группу «Моя семья». Сразу карт на стол. Да, я вьетнамец. У меня папа и мама это вьетнамцы, и я просто хорошо говорю по-русски. Мы сейчас входим в топ-30 стран по развитию в мире. Страна Вьетнам входит в топ-3 по численности населения в Юго-Восточной Азии. Мы уступаем только Индонезия 300 миллионов, филиппинцам 118. Как вы думаете, сколько у Вьетнама? 106 миллионов человек. Да, такую маленькую территорию, такая большая численность. Это также все приветствуется, потому что мы также входим в топ-30 по населению в мире. Это по всему городу расставлены камеры, которые не видны для наших глаз. Любая серьезная авария, буквально 2-3 минуты перед 70 человек, это патрульные, это гаишники, это полицейские. Любое ограбление 8-10 минут вас моментально перехватит. Поэтому полиция у нас работает отменно. Ну, например, вы все знаете первую линию в Ничанге, верно? Да. За 1 квадратный метр стоит от 35 тысяч долларов. Вы можете сейчас у меня спросить, когда такие дорогие земли, откуда у вьетнамцев деньги, чтобы все это покупать? Понятное дело, я вам назвал, так сказать, самые высокие ценовые категории. Есть разные. Есть 200, 300, 500, 1700, 2 и так далее, там подобное. Понятное дело, есть те, кто покупает квартиру, сдает ее в аренду. Это в основном богатые люди, которые уже делают перспективы для своего ребенка. Вот, допустим, родился ребенок, да? Он месячный. Вы покупаете квартиру, когда он родился, и сдаете ее в аренду. Все 18 лет. И как раз за 18 лет, во-первых, вы уже окупите ее. И потом, вот, сынок, да, вот тебе, сынок, вот тебе небольшая инвестиция, вот сдавай ее в аренду и зарабатывай на это. Я свое отыграл. Ну а сейчас покажу вам пару мест, куда мы заглянули на этой экскурсии. Вот сколько нам разрез. Не надо много, не надо много. Его хватает надолго. Такая коробочка. 10 граммов будет 6. А теперь локация, которая понравилась мне больше всего. Это ферма и зоопарк, где можно было взаимодействовать с животными. Именно здесь производят знаменитый вьетнамский кофе Kopi Luwak. Из зерен, прошедших через пищеварительную систему куниц, еще по-другому этих животных называют цветы. Дальше по видео покажу вам их. Мускусом, при помощи которого вместе территорию. Пошли щелчки, классику достали. Жарим дальше, сахар карамелизуется больше. На 7-й, на 8-й минуте оно взрывается еще раз. Достали, охладили, добавили кокосовое масло. Вьетнамская обжарка для ленивых. Молотый кофе засыпаете в чашку, заливаете кипятком. 3 минуты, готово. Сейчас я вам дам попробовать. Я слоника пью просто. Сейчас он пока что фильтруется. Реально так лучше. Ну, с молоком более-менее, просто надо больше молока, наверное.
Нет, для заварки нет. Темно обжарка не подойдет. А, нет, даже чуть молока хватает. Да. Вкус на самом деле не прям такой горький, такой. С молоком он сразу супер мягкий становится. Вперед! На самом деле вот эти куницы, они уже внесены в Красную книгу. Так, моя семья, пойдемте за мной. Так можно. Перед отъездом из Нячанга мы решили перекусить очень вкусным раменом и подготовиться к отправке в следующий город. Следующий пункт нашего маршрута – это город Дананг. Отправляемся туда на слипинг-басе, который сделал поездку по-настоящему комфортной. А что будет дальше, смотрите в следующем выпуске. Всем пока-пока!